Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у меня, смотрите, какая красота. У меня кокетка с красивыми рукавами. Интересный V-образный вырез. Очень многие просили показать, как он вяжется. Мы сегодня свяжем. И вот такую красоту. Еще будем рукава вязать, но сегодня у нас пока только кокетка. Предлагаю посмотреть, если идея понравится, связать и ждать продолжения. Сегодня у нас вот такая интересная работа. Это получается кофточка. Такая была фотография на половинку. Впереди V-образный вырез. Спинка ровная. И вот такой вот рукавчик. Очень модно. Большие широкие рукава. Еще и узор красивый. Мы такой узор с вами разбирали. А теперь попробуем связать кофточку. Схема, опять же, частичная. Схема получается рукава, а впереди и на спинке это уже мы с вами будем сами придумывать. Вязание начинаем с колечек. Пока могу сказать, что 7 колечек это рукав, один и второй. По одному колечку. Раз, два, 3, 4 воздушные петли и в первую петлю столбик с накидом. Это у нас одно кольцо, одно колечко. Вот. Впереди на полочке у нас будет одно колечко. 7 мы набираем на 1, 2, 3, 4 на рукавчик. И на спинку надо будет сейчас посмотреть, посчитать. 1, 2, 3, 4 по любой своей кофточке сделать расчет и начнем вязать. Узор несложный, мы его уже разбирали. 1, 2, 3, 4 пока набираем колечки и потом начинаем расчеты. Я набрала 30 колечек и маркером выделила 8 колечек с одной стороны и 8 с другой. Между маркерами это у нас спинка будет. Спинка. Это у нас пройма. И по одному 7 колечек. И по одному колечку это у нас будет впереди. Самое начало. Вот. Одно колечко, 4 столбика будет. И потом в каждом ряду мы будем делать расширение. Столбик прибавляется с одной стороны и с другой. То есть если было 4, будет 6. 8 и так далее. В каждом ряду просто по столбику добавлять. Теперь наша задача разобраться, как вяжется рукав. Несложно вяжется. В круг мы не замыкаем. Вяжем поворотными рядами. Вот наше первое колечко. Мы набираем 2 воздушные петли. В центр, за столбик, внизу у нас воздушные петли, а за столбик мы вяжем столбик с одним накидом 1. Столбик с одним накидом 2 и столбик с одним накидом 3. Все, 4 столбика. Теперь начинаем вязать узор. Вот у нас наши колечки. В первое колечко мы набираем 10 столбиков с одним накидом. По центру колечка столбик без накида 10 столбик и 10. То есть наша задача в каждое колечко, вот оно у нас, надо провязать 10 столбиков с одним накидом. Что мы с вами делаем? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, еще разочек. 9 и 10. Следующее кольцо, выравниваем вязание, мы вяжем столбик. Провязали 10 столбиков, столбик без накида, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. В следующее колечко
столбик без накида и опять 10 столбиков. Столбиков, вот у нас на схеме так нарисовано. 10 столбиков, арочка, 10 столбиков, арочка. 10 столбиков вяжем. Что у нас получилось? У нас получилось 3 арочки, между ними воздушные арочки, вернее 3 веерочка и 2 арочки. От маркера до маркера мы вяжем просто столбики с одним накидом. Выровняем колечки сейчас, со столбики вяжем. Вяжем 1, 2, 3. Между столбиками, плохо видно, но у нас между столбиками петелька есть. Ее тут в моих нитках плохо видно, но я думаю, в простой пряже будет видно хорошо. И опять 3 столбика за колечко и 1 столбик между. Раз, два, три. Вяжем до маркера, а от маркера делаем повтор. Вот наша петелька лишняя тут вот между ними. Вот так вот. У нас должно получиться просто столбики с одним накидом. И от маркера повторяем вот нашу. Провязала первый ряд. Спинка — это просто столбики. 3 веерочка, 2 арочки — это рукав с одной стороны и с другой. И выделила маркером 4 столбика. Вот у нас 4 столбика в самом начале и в самом конце. 4 столбика в начале и в конце — это у нас с вами полочка. Одна полочка и вторая. В каждом ряду полочку мы будем увеличивать на 2 столбика. То есть вот у нас они 4. Мы будем провязывать 2 воздушные петли. Между набираем 1 столбик, 2, это у нас уже 3, 4. Между первым и вторым столбик. То есть в самом начале мы с вами набрали столбик между первым и вторым. И в конце. И у нас получается 6 столбиков. В следующем ряду мы будем делать то же самое. В каждом ряду у нас должно идти увеличение нашей половиночки. Дальше, там, где у нас идут красивые столбики. Что мы делаем? Смотрите, у нас 10 столбиков. Мы будем провязывать опять 1 пропускаем. Вяжем столбик. 1, 2, 3 воздушные петли. Столбик и пико. Первый столбик, второй столбик между столбиками вяжем столбик. 1, 2, 3 и пико. Вот такая наша задача. И у нас получится не 10 столбиков, а 9 и пико. 1, 2, 3. Столбик с накидом и пико. Очень интересно вязание. По схеме просто столбики. А мы свяжем такую вот изюминку. Пико всегда красиво смотрится на любых узорах. Провязываем все наши столбики. Вот получается такая красота. Такие красивые столбики. Их легко посчитать. Пико 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 должно получиться. У нас с вами арочка была. За арочку столбик без накида. И опять 9 столбиков с пико. То есть вот так будет вязаться наша пройма рукавчика. Дальше за зеленым маркером мы добавляем, на спинке мы будем добавлять по одному столбику вот сюда. 1 столбик, вяжем, 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 вяжем. И там, где маркер, 1 столбик. То есть мы будем добавлять по одному маркеру в начале спинки и в конце, по одному столбику. Дальше мы вяжем наши красивые веерочки. И там, где 4 столбика, добавляем 1 в начале, 1 в конце. Вот это самая главная установка. Надеюсь, вы видео не проматываете, а смотрите внимательно, чтобы потом не было вопросов.
как мы делаем увеличение. Увеличение будет очень простое. На половиночке 2 столбика прибавляем, на спинке по 1. Вот такая красота у нас получается. Столбики — это просто столбики, а вот здесь красиво. Что мы здесь с вами довязываем? Увеличение столбика, да? Вот между первым, вторым и последним довязываем. 2 воздушные петли набираем и идем в обратную сторону. Опять между столбиками столбик прибавочный. Все остальные столбики по факту. Идет у нас здесь увеличение в каждом ряду. Все наши столбики на счету. 1, 2, 3, 4, 5. Между последним 6 и 7, да? То есть мы начинали с вами так, мы с вами начинали, считаем еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, еще 1, 8. То есть нам нужно обязательно добавлять столбик. Я его сейчас добавила между. Можно добавлять самый первый, самый последний. Можно по центру. И теперь приступаем к узору. Мы начинаем вязать колечки. 1, 2, 3, 4, 5. Нам нужно теперь в этом ряду связать основу не для 3 веерочков, а для 4. То есть мы вяжем колечки в следующем ряду здесь, в этом месте, в начале и в конце веерочки. Поэтому мы делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3 пропускаем. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2. Столбик без накида. 1, 2, 3, 5. 2 пико. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем с одной стороны веерочка и с другой 2. Столбик без накида. 2, 3, 4, 5. Так, нам нужно поделить на раз колечко, 2 колечка, 3 и между ними 4. И здесь нам нужно сделать 3, 2 и 2, да? Делаем так. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Пропустили 2 пико с одной стороны, 2 с другой. Теперь нам нужно поделить. Опять 2 пропустить. Вот 2. И в третье пико в центр. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2 пико. И у нас опять остается 2. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем через 2. 1, 2, 3, 4, 5. В конце пропускаем 2 пико. 1, 2, 3, 4, 5. В конце у нас 3 останется. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь у нас идет уже спиночка. А так как спиночка идет, мы добавляем столбики. Добавочный столбик. Вот он. Вот он, добавочный столбик был. Теперь перед ним мы вяжем добавочный. Дальше пойдут столбики. Значит, задача такова: распределить над нашими красивыми веерочками. У нас их 9. Нужно 1, 2, 3, 4 арочки. По центру
и по краям. И точно так же вяжем все наши столбики, и точно так же распределяем. Итак, самая главная наша задача распределить колечки таким образом, чтобы 2 было по центру и 2 между колечками. 2 по центру, 2 между колечками. У нас 9. То есть задача такая. У нас вот с той стороны будет лицевая. 2 я оставила, 2 оставила в центр, 2 и 2. Вот таким образом будет достаточно хорошо смотреться. Дальше. Еще немножко теории. 4 столбика, 6, 8, 10. То есть здесь понятное расширение. Мы прибавляем в самом начале, в самом конце. Я прибавляю между первым и вторым. И здесь между последним. Вот. Все остальное мы с вами вязали. Делаем маркер, чтобы мы знали, что у нас здесь прибавочки. И в первое кольцо, вот оно у нас, мы с вами вяжем 10 столбиков, как и было в самом начале, с одним накидом. 2, 3, 10 провязали. Вот у нас с вами 2 кольца. За кольцо столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. За второе кольцо столбик без накида. И теперь получается между веерочками, в это кольцо, мы вяжем новый веерочек. В чем, в общем-то, идея была, да? Мы вяжем в шахматном порядке наши веерочки. Веерочки — это столбик с одним накидом, и в следующем ряду столбик с накидом и пико. Лицевая сторона будет с этой стороны, с одной стороны. Вот. Все. То есть мы провязываем добавочный веерочек там, где просто столбики, и с другой стороны, там, где просто столбики. И по схеме получается увеличение таким образом. У нас было 3 веерочка, будет 4, потом 5, потом 6. И увеличиваем до тех пор, пока пройма, как нам будет казаться, будет хорошо смотреться. И вырез проймы будет хороший. Не большой, не маленький, средний. Здесь вот провязано 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядочков. Возможно, и у нас также получится. Расширение идет хорошо. Полочки мы расширяем до расширения проймы, потом соединяем. Пока вяжем по отдельности. Вязание достаточно несложное. Увеличиваем в самом начале, спинку в самом конце и провязываем веерочки всего лишь 2 ряда. Потом 5 колечек и еще 2 ряда. Предлагаю попробовать. Не так сложно, как кажется. И когда смотришь по схеме, кажется прям сложно, а по факту мы с вами уже разобрались. Самое главное, мы набрали 7 колечек в самом начале на пройму. 7, это важно. И из 7 колечек у нас получилось 3 веерочка. Вот такая маленькая теория. Теперь предлагаю просто повязать, посмотреть. Я думаю, что должно получиться очень красиво и несложно. Вот наша такая кокетка. Может быть, спинка чуть-чуть великовата, но я померила по кофточке. Все будет хорошо. Все, то есть у нас вот такая будет кокетка. Треугольный вырез. После того, как провязали какое-то количество рядов, вот получается мы начинали с 4, да, столбиков, и я увеличивала в самом начале, в самом конце. Такой треугольничек с одной стороны и с другой. Теперь уже пройма достаточно хорошая, то есть нет смысла вязать больше. В рукав будем вязать по отдельности. Соединяем наш красивый вырез, одну половинку с другой, и в самое начало. И я предлагаю связать резинку по вороту. Можно просто вязать столбиками без накида, а можно связать интересную обвязку. Что это значит? Ну, вот как на картинке. Просто рельефные столбики. Для этого нам нужно набрать столбики по всему вырезу. Первый ряд просто столбики, 3 воздушные петли. Вот.
И здесь сложность в том, что нужно набрать интуитивно. Здесь нет столбиков. Нужно вязать за боковые столбики, но примерно на одинаковом расстоянии. Рельефные столбики, они еще чуть подсоберут вязание, и все будет красиво, аккуратно. То есть наша задача первый ряд провязать, не сильно чистить, конечно. Вот. Но и сильно перерыва тоже делать нельзя. Вот. Набираем таким образом и вяжем рельефные столбики. Что такое рельефные столбики? Это, покажу вам сейчас. Это когда за столбик мы вяжем, а не за петлю. Это лицевой и изнаночный. Опять лицевой и изнаночный. Рядочка 3, я думаю, будет вполне достаточно для горловины. Вот. Вырез V-образный. Мы вяжем резинку, набираем, как я набирала, и вяжем не по кругу. Вяжем туда и обратно. Туда и обратно, и в самом конце, вот как сейчас, вот, присоединяем ниточку к вязанию. То есть мы пришиваем с обратной стороны к началу. Вот у меня получается 1, 2, 3 где-то 4-го ряда, вот сюда. Я ниточку отрежу и вот сюда с изнаночной стороны пришью. И точно так же нужно пришить вторую сторону. И у нас получится вот такой воротничок. Вот такой лайфхак, как связать, да? Теперь ниточку мы отрезали. Кокетка у нас готова. В следующем видео мастер-классе я покажу, как вяжется росток. Мы свяжем с вами росток, присоединим вязание по кругу и свяжем рукава. То есть это еще у нас только такое вот начало. Рукавчики еще подвяжем. Если нужно делать подрезы тоже покажу, как это делается. А на сегодня наш видео мастер-класс закончен. Такая вот кокетка с вырезом. Многие, кстати, просили такой вырез сделать. И вот сегодня у нас он есть. Такой интересный вырез. Надеюсь, видео вам понравится. Надеюсь, оно будет полезным. Вязание, как обычно, несложно. Я всегда стараюсь найти более легкие вязания, хотя и красивые. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. Вяжем вместе со мной. И до новых встреч!